В общем, история такая. Моя сестренка решила отправиться на курорт и в свой заслуженный отпуск и попросила меня присмотреть, собственно, за своим жилищем и котом по кличке Кот. Признаться, я не любитель семейства кошачьих. В итоге, чтобы не мотаться туда-сюда по всему городу, я принял решение временно пожить у сестры. Должно быть, я очень везучий человек, раз успел сильно простудиться в тот же день, как переехал. Голова раскалывается, горло болит, из носа течет. Решил отдохнуть, надеясь на тишину. Но не тут-то было. В кота сестры словно бесы вселились, вопит во все горло, всеми силами заманивая меня на кухню. Я же подумал, что он голоден, ведь именно там была его миска. Насыпал корма, воду сменил на новую и даже поигрался немного с ним. Результат 0. Пытаюсь спать, а кот сидит в кухне посредине и продолжает дико орать. Серьезно, я начал думать, что в него и правда демоны вселились. Так и не уснув, встал. Вернулся к нему, проклиная и спрашивая, что ему нужно и почему он не дает мне спать. Высокая температура все же дает о себе знать, и меня немного начало мутить от адской головной боли, вызванной как жаром, так и кошачьим ором. В итоге решил навести чистоту в его лотке, нашел в холодильнике мясо и снова поиграл с котом, но он никак не унимался, даже на секунду. Он даже не стал есть мясо, которое я отрезал, продолжает неспокойно крутиться на одном месте, не зная, куда себя деть, и мяукает, но уже довольно тише. Может, устал, подумал я и вернулся в комнату, чтобы снова попытаться уснуть. Но стоило моей голове коснуться подушки, как из кухни снова раздался кошачий хриплый вопль. Нервы сдали. Попытался прогнать его веником, который намочил, после чего просто закрыл двери и ушел. Но он не унимался, продолжая свои истошные крики. В итоге, поворочившись, я снова встал и набрал номер ветеринара. Подумал, что нужно ехать в круглосуточную ветеринарную клинику. Собрался выпить кофе, подхожу к печке и наблюдаю такую картину. Конфорка не горит, но газ включен и сочится. Оказалось, что кот по кличке Кот просто-напросто предупреждал меня об опасности и постоянно истошно вопил только для того, чтобы я наконец-то выключил конфорку. Он не давал мне спать, чтобы мы не угорели. Кот спас мне жизнь. После этого случая я полюбил котов, в особенности своего, уже не сестры, кота, который сейчас живет со мной. Так случилось, что в отпуске сестра познакомилась с местным парнем, и уже через полгода она вышла замуж, переехав в другую страну. У ее супруга оказалась аллергия на шерсть, потому кот и остался жить со мной, да я и не возражал. Позже я тоже женился, и у жены также была кошка. Я рассказал ей историю, в которой мой кот стал героем. У моей будущей супруги оказалась подобная история с ее домашним питомцем, который указал ей на прорванную трубу за ванной. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.